Мокрый шелк. Всем привет, меня зовут Алексей Журавков и вы на канале декоративных покрытий для стен. В этом видео я вам расскажу и покажу, как наносить декоративную перламутровую краску при помощи кельмы. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать новые видео про декоративные покрытия всего мира. Наносим первый слой материала Illusia White торговой марки Elf Decor. Используем только качественный инструмент. Это кельма из нержавеющей стали. Вспомогательный шпатель от 8 до 15 сантиметров шириной. По поводу подготовки стен. Тут наклеен стеклохолст, в 2 слоя перешпаклевана стена акриловой шпаклевкой, перетерта, сметена пыль, затем погрунтована грунтовкой глубокого проникновения, покрашена краской матлатекс, это водоэмульсионка, нанесена с помощью велюрового валика. Достаточно одного слоя, если у вас акриловая шпаклевка, чтобы стены были белые. Затем, если есть какие-то там песчинки в краске остаются, мы после высыхания перетираем стену наждачкой 120-150 размер. И при нанесении первого слоя мы материал разводим на 10% для более комфортного нанесения. Будем идти слева направо, набираем материал на кельму и наносим его на сдир на минимальную толщину, которой может лечь материал. В нем зерна нет, он практически как паста. Тут нам надо сделать просто равномерное заполнение плоскости. Это будет фон для нашего основного рисунка, который будет уже проявляться на втором слое. Все, здесь стягиваем в ноль и снимаем все наплывы, которые остаются от кельмы. Стараемся делать рисунок более-менее хаотичный. Наносим влево-вправо и не оставляем никаких пустот. Таким образом мы наносим полностью всю стену. В первую очередь мы делаем противоположные стены, они подсыхают, и потом наносим другие противоположные. И таким образом мы заканчиваем помещение, оставляем высыхать, и можно на следующий день наносить второй слой. Продолжаем нанесение материала на стену. Двигаемся за один подход, то есть начали и полностью всю стену от начала до конца довели. Обращаем внимание на соединение с предыдущей стеной, которая подсохла, чтобы не было наплывов. Сейчас будем наносить второй слой материала Illusia White. Мы взвешиваем на наш объем 2,5 килограмма и разбавляем его до 10% водой. Делаем комфортный такой сметанообразный материал, чтобы он не сильно тек, но и не сильно налипал на шпатели. Просто подбираем по комфортным ощущениям. Разбавляем обычной водой, но если у вас будет оставаться материал, то лучше разбавлять минералкой, чтобы материал не портился. Потому что на обычной воде он через неделю уже скиснет и будет неприятно пахнуть. Начинаем нанесение второго слоя материала. Клиентка попросила, чтобы мы сделали мазочки поменьше, поэтому мы будем использовать также кельму 200 мм для формирования рисунка. Для нанесения будет удобнее наносить 240 мм. Материал развели, он вот такой консистенции. То есть вроде течет, но на шпателе остается сметана. Наносим материал на кельму и такими же хаотичными движениями уже делаем небольшой слой. Если в первом слое мы наносили на сдир, чтобы создать как бы такую базовую подложку, то второй слой мы немножко оставляем наплывы. Потом эти наплывы у нас продавятся, и из них будет рисунок. Работать, конечно, лучше вдвоем, потому что одному можно не успеть, и материал будет пересыхать, либо не будете успевать формировать сам рисунок. Делаете аккуратное примыкание, следите, чтобы была заполненность угла.
Если не сильно овладели навыком работы с кельмой, то можно проклеивать соседнюю стену скотчем, чтобы ее не пачкать. Движемся постепенно, не быстро. Наносим, раскидываем материал в разные стороны, следим за заполняемостью и равномерностью слоя. Если слой слишком мелкий, тонкий, материал быстро начнет прихватываться. Вы это поймете, потому что он начинает быстро мотоветь. Если сильно толстый слой, то вот эти наплывчики, которые у вас остаются от нанесения, могут как бы стекать чуть-чуть. Это тоже плохо, потому что материал будет слишком долго влажный в рабочем состоянии, и вам неудобно будет формировать рисунок. Я сейчас нанес около квадратного метра. Могу вернуться, взять кельму поменьше и формирую рисунок, который будет мелкий по задумке клиентки. Тут чуть-чуть пропустил, сразу добавляю. От угла мы стараемся всегда кельму держать чистой и оттягиваем вот такими движениями, чтобы были наплывы, которые перекрывают друг друга. Кельмой мы при формировке рисунка движемся не вот так вот, а как бы ее по диагонали смещаем. И постоянно снимаем излишек материала. Тогда рисунок будет более равномерного слоя. Стараемся вот нанести и перекрыть предыдущий такой как рубец от шпателя следующим мазком. Вот я тут нанес, у меня остался мазок, я его перекрываю. И вот так вот вы рисуете кельмой весь рельеф, перекрывая предыдущий мазок. Тогда рисунок будет максимально хаотичный, аккуратный и не будет видно вот этих тычков от кельмы. Старайтесь его не выглаживать в ноль. Оставляйте наплывы, если попадаются какие-то песчинки, сразу их вынимайте. И потом из вот этих наплывов у нас уже сформируется окончательный рисунок после приглаживания. Вот видите, вот тут наплыв большой. Он может стекать и долго сохнуть. Я его убираю. Видно, что тут много материала, то есть столько не надо. Добиваюсь однородности слоя. И получаю уже тот рисунок, который у меня будет окончательным после формировки. Этот кусок стены я дальше не трогаю, я оставляю. Беру влажной тряпкой, сразу же протираю кельму, чтобы на ней не подсыхал материал. И наношу дальше. И вот таким принципом мы движемся всю стену. Конечно, большой кельмой и наносить, и формировать рисунок в разы удобнее, чем маленькой. Вот. Но, опять же, зависит от того эффекта, какой вы хотите получить. Мелкий рисунок смотрится тоже интересно, особенно если помещения маленькие. В больших помещениях рекомендую оставлять вот такой крупный рисунок. Он также будет великолепно смотреться. То есть видно, насколько в разы работать большой кельмой проще. Вот если бы мне надо было сделать именно крупный рисунок, то я бы сделал бы несколько вот таких мазков. И, в принципе, можно было бы это оставлять уже для подсыхания и потом для дальнейшей формировки. Но мы не ищем легких путей и делаем рисунок таким мелким. Он более смотрится насыщенно, богато, интересно. Материал постоял 10 минут. Я его сейчас буду потихоньку приглаживать. Обязательно в одной руке тряпку иметь, чтобы вытирать кельму и только чистой кельмой проходить плоскость стены. Видно, что площадь стены начинает по чуть-чуть уже мотоветь. И вот такими же мягкими движениями, вот у меня чуть-чуть материала остается, я вытираю. Мягкими движениями начинаем его приглаживать в разные стороны. Нажим минимальный, просто раздавливаем верхнюю кромку материала. Если он сильно мокрый, оставляем.
то пригладим еще чуть-чуть попозже. Вот видно, материал еще тянется. Здесь я его оставлю. Когда он готовый к приглаживанию, он начинает в тех местах, где мы делаем нажим, он начинает слегка мотоветь. Очень-очень легко продвигаемся, без спешки. Можно будет за 2 подхода его сформировать. Пока убираем основные наплывы, самые большие, и движемся дальше. Именно за счет вот этого этапа работы достигается эффект мокрого шелка. То есть вот этот перелив, когда комбинируются более глянцевые, такие искристые поверхности с более матовыми. Это достигается за счет того, что мы кристаллы, которые находятся в материале, направляем в разные стороны. Одним приглаживанием в одну сторону, другим в другую. И за счет игры света создается необходимый декоративный эффект. Уже видно, как переливается поверхность. За несколько заходов мы ее сделаем полностью гладкой. И это и будет конечный результат. Главное работать всегда чистой кельмой, чтобы не оставлять следы от материала, который на ней налипает. Кельму к плоскости ставим очень аккуратно, потому что материал мягкий, может оставить рубец на нем. Когда работаем возле багета, ставим под самый багет. И также елочкой разглаживаем материал в разные стороны. Все, таким образом движемся до конца стены и оставляем ее досыхать.